Продолжая тему экспериментов, катушку мы переместим немножечко в сторону. Расскажу о монтаже на сама, с которым я сейчас как раз-таки активно экспериментирую. Это достаточно популярный в мире монтаж снасти. К сожалению, в российском сегменте я не часто встречал описание, как эту снасть составлять. Поэтому, с одной стороны, я иду по опыту коллег, с другой стороны, вынужден добавлять что-то от себя, некий переосмысленный опыт для того, чтобы на рыбалке не столкнуться с какими-то неприятностями. Соответственно, для этого нам понадобится все тот же поводковый материал. Я использую поводковый материал от компании Cast King, он куплен на AliExpress. Из него буду делать некое подобие поводка, но вы сейчас увидите, что это не совсем поводок, это такой достаточно ценный элемент нашей снасти. И для упрощения я не буду разматывать катушку, просто возьму с вот этой вот шпули. Допустим, что это наш свободный конец шнура. Что нам еще понадобится? Нам в обязательном порядке понадобится груз. Груз достаточно тяжелый. Вот это вот практически 85 грамм или 3 унции. Груз может варьироваться в зависимости от глубины, силы течения. Он может быть как меньше, там в районе 20-30 грамм, так и больше, хоть до 120 и выше грамм. Это уже под конкретные условия ловли меняется, и, к сожалению, я пока не могу сказать, насколько, при каком течении, при какой глубине рекомендую использовать груз. Еще у меня такая практика не наработана. Но вот в среднем вот эти вот 3 унции, они меня пока что устраивают. Соответственно, для того, чтобы смонтировать этот груз, нам еще понадобится вот такая вот бусина. Бусина нам будет нужна для того, чтобы после монтажа вертлюжка образовавшийся узел не разбил вот этот вот наш тяжелый груз. Но на этом многие останавливаются. Я же в свою очередь использую вот такой вот силиконовый стопорок, потому что сама по себе бусина, она тоже с достаточно острым краем, и поэтому я использую вот такой вот стопорок. Соответственно, сейчас мы это отложим в одну сторону. С другой стороны, мы сделаем заменяемый поводок для приманки. Он сделан, вот как я уже говорил, из этого флюорокарбона. Я уже начал его вязать. Вот здесь вот к такому вертлюжку с карабином с высокой разрывной нагрузкой на 40 кг привязан свободный конец. Мы с вами смонтируем его вторую сторону. Для этого нам понадобится не только достаточно серьезный крюк, вот такой вот крюк размера 9,0 на сама, но перед тем, как монтировать вот этот вот крюк, мы сделаем еще небольшой монтаж вот такой вот проставочки. В качестве проставочки у нас может быть использован один из вариантов поверхностного воблера типа Волкер. Он будет достаточно жестко зафиксирован на поводке, и его задача по сути не играть каким-то образом. Играть у него не получится, потому что с одной стороны у него будет груз, с другой стороны будет приманка. Его задача в основном греметь. Греметь и быть красивым. Он должен иметь вытянутую форму, должен иметь достаточно яркую расцветку, если вы ловите на Волге, потому что замечено неоднократно, что волжские самы очень любят красивые яркие раскраски. Ну и желательно, чтобы у него были глазки. И сейчас я буду делать монтаж таким образом, чтобы этого волкера, этот воблер нам не разорвало мощной рыбой. А поверьте, если мы это зафиксируем, просто привязав с одной стороны и с другой стороны, это может произойти. В данном случае вот выберу вот такой вот красивый вариант в расцветке, похожий на окунь, с красивыми красными глазками. Он так вот, чтобы он как-то виден был.
И монтируется он достаточно просто. Мы берем вот так свободный конец, продеваем сначала в одно кольцо, продеваем в среднее кольцо и продеваем вот сюда. А некоторые советуют его еще стопорить бусинами. Здесь есть два варианта. Либо действительно ставить стопорную бусину, либо вот здесь в середине пропустить еще раз флюр в кольцо и немножко подтянуть. Так как это все держится одним флюром, ну, шансов рыбе сорвать вот эти маленькие крепления и уйти мы не дадим. Все это у нас будет крепко держаться. Так. С одной стороны оставляем от 15 до 30 сантиметров. Некоторые меряют своей ладонью, кто-то делает одну ладонь, кто-то делает две ладони. Ну, здесь на самом деле, как вы уже на практике подберете, так и отрегулируете. Я, соответственно, оставляю расстояние примерно 2 ладони. Затянул, даже сейчас переместить достаточно трудно. Ну ничего. Вот, подтянули как надо. Так. Оставляю примерно 2 ладони с одной стороны. И примерно на такое же расстояние буду привязывать крюк с другой стороны. Узел, который вы можете использовать, должен по сути отражать ваши знания и умения. Узлов достаточно большое количество, и говорить, что вот есть какие-то прям супер-супер, а какие-то прям ужас-ужас, я бы не стал. Каким вяжете, таким и привязывайте. Делайте достаточное количество оборотов, не забывайте это все смачивать. В данном случае я смачивать не буду, потому что это все-таки такой учебно-тренировочный монтаж, я его разберу и на реке буду пересобирать заново. Хотя, в принципе, можно дома подготовиться и сделать себе несколько вот таких вот вариантов для того, чтобы потом уже на реке цеплять готовые крючки, готовые оснастки непосредственно к леске. Вот, затянули, никуда не оторвется. Немножко расстояние здесь больше. С другой стороны, если у вас будет достаточно серьезная приманка на крючке, то экономить и очень сильно ужиматься не надо. У вас, по сути, вот эта погремушка будет привлекать внимание рыбы, а реагировать все равно рыба будет непосредственно на крючок. В качестве приманки здесь можно использовать большой пучок выползней, дождевых червей или какую-то другую приманку. В качестве приманки можно использовать куски курицы, а еще лучше взять куски какой-то карпообразной рыбки, карасика, либо даже того же окуня или судачка, берша, просто отрезать кусочек, ну, со средний кулачок и хорошо его через хребет проткнуть. И это будет достаточно такая интересная для сама приманка, за которой он, скорее всего, постарается броситься и съесть. Соответственно, вот у нас одна часть монтажа готова. Откладываем ее в сторону и займемся другой частью. Допустим, что это у нас свободный конец лески, которая уже непосредственно смонтирована на удилище. Сюда мы помещаем вот этот наш груз. У него есть отверстие сквозное. И через это отверстие мы продеваем шнур. Шнуры, которые используются, достаточно толстые. Я не думаю, что вы будете для такой оснастки использовать шнур меньше, чем 0,3. В среднем это, конечно, 0,4. У меня вот здесь вот 0,5, как я вам уже и говорил. Попробуем экспериментировать, так экспериментировать. Соответственно, продевается это все достаточно просто. Никаких проблем не возникает. После мы уже с вами одеваем сюда бусинку. И бусинка будет спасать от ударов наш узел, в который мы вот такой вот вертлюжок поставим. Соответственно, единственное, чтобы эта бусинка сама по себе своими
острыми краешками, которые у нее вот здесь вот, где отверстие есть, не разбивала узел. В свою очередь ставим вот такой вот силиконовый стопор. Ну, собственно, теперь узел разбить будет достаточно сложно. Вот в таком варианте здесь уже все очень хорошо закреплено. Привязываем вертлюжок. Вертлюжки должны быть тоже с высокой разрывной нагрузкой. Если мы берем с вами поводок на 80 либров, то здесь вертлюжок тоже должен быть килограмм на 40. Если больше, еще лучше. Опять же, особо переусердствовать в плане разрывной нагрузки снасти не стоит. Если вы считаете, что огромная рыба будет пытаться отрывать вашу снасть с неистовой силой, вы, конечно, правы, но у вас будет в помощь ваш фрикционный тормоз, с которым вы должны правильно уметь обращаться. И благодаря этому вы, конечно, сохраните и трофей, и снасть в порядке. Если вы думаете, что вы сделаете какую-то невероятно крепкую плетенку с невероятно крепкими вертлюгами, и это вас спасет от сильного рывка, то вы ошибаетесь. Самы могут дергать с огромной силой, разворачивая лодки, протаскивая лодки за собой. Соответственно, здесь в первую очередь на крепость снасти, на ее общую, скажем так, устойчивость к разрыву играет и удилище с его способностью подпружинивать и где-то скрашивать эти вот рывки и удары рыбы, и в том числе ваш фрикционный тормоз на катушке. Поэтому вот рассчитывайте в первую очередь на них. Так, соответственно, здесь узелок мы тоже должны смочить, после этого аккуратно затянуть. После того, как мы его затянули вашим любимым узлом, если у вас есть любимый узел, значит он правильный. Вот так вот всегда считайте, и никогда он вас не подведет. Отрезаем свободный конец. Сюда к узлу перемещаем нашу стопорную силиконовую бусинку. И здесь у нас уже свободно ходит бусина пластиковая, которая в свою очередь защищает все это от ударов о свинцовый груз. Все. В данном случае мы можем использовать снасть как троллинговую. Значит, закрепили карабином, если надо, поменяли. Если мы убираем вот эту вот погремушку, то снасть может использоваться просто как донка, вот без этого вулкера. И в принципе это такая достаточно универсальная тема, которую можно дальше развивать и обыгрывать еще в разных вариациях. Например, убрав вот такой вот скользящий груз с самого шнура, приделав какой-то груз непосредственно к вертлюжку, который будет частично, я неправильно скажу, если он будет плавающим, скорее дрейфующим. Например, вот есть огрузка тирольскими палочками или мягкими грузами для того же самого сома, когда это груз делается по принципу достаточно продолговатой трубки. Один конец, который наполнен свинцом или чем-то утяжеленным, а другой конец может свободно изгибаться и тем самым придавая трубке вот эту вот возможность обходить препятствия. Это тоже хороший вариант. Можно сюда же пристегнуть, например, какую-то каплю свинцовую, которая будет
сделана через карабинчик с меньшей разрывной нагрузкой для того, чтобы в случае зацепа просто у нас отрывался этот груз и сохранялась остальная снасть. То есть вариантов, как это использовать, достаточно много. Интересно поэкспериментировать вот с этими самыми волкерами, попробовать разные модели, потому что, в принципе, чем он будет более обтекаемый, чем у него будет больше такая карандашная форма, тем он будет лучше, по идее, работать. Но с другой стороны, там какой-то вот динамики воблеровской от него не требуется. У него груз с одной стороны и тяжелая приманка с другой стороны. От него требуется хорошее гремление, как погремушка, и привлекание тем самым рыбы. Соответственно, пробуйте, экспериментируйте. Я надеюсь, что на реке эта снасть себя проявит, когда я буду делать съемки, и смогу уже поделиться с вами практическим опытом после ее непосредственной эксплуатации. Ну а сейчас всем отличного дня, хорошего настроения, ни хвоста, ни чешуи. Пожалуйста, оставляйте свои вопросы и предложения в комментариях. Будем с ними разбираться, отвечать. Это всегда очень интересно. Хорошего дня. Пока-пока.